Всем привет! Вы на канале Georgia Private Investment. Меня зовут Катя, и мы в одном из самых крутых мест в Батуми. Мы находимся в Элт-квартале. В Элт-квартале есть недвижимость на любых этапах строительства. Есть несколько домов, которые уже окончены и в которых уже можно жить. Есть Оптима, которая еще строится и сдастся только через год. Есть новый проект, на который доступна большая рассрочка и небольшой первоначальный взнос. В Батуми очень часто застройщики строят один дом и обещают какую-то инфраструктуру, она, может быть, там появляется, может быть, не появляется, но смысл в том, что даже в одном доме инфраструктуры может быть достаточно ограниченное количество. Здесь совершенно другая атмосфера. Ты идешь абсолютно в новом районе, который находится через дорогу от моря и имеет много объектов в каждом доме, которыми ты можешь пользоваться. То есть, по факту, ты покупаешь не просто какую-то квартиру в отдельно стоящем доме, ты покупаешь то пространство большое достаточно, в котором ты можешь пользоваться разными объектами. В каждом проекте будет какая-то инфраструктура. Если вы покупаете квартиру в одном из проектов, вы можете пользоваться инфраструктурой всего квартала. Например, мы сейчас находимся на крыше дома Rainbow, на нем на крыше реализован мини-гольф. В доме Sunset, который находится напротив, будет реализован азиатский дворик с азиатскими садами. И новый проект Status House, в котором доступна длинная рассрочка и небольшой первоначальный взнос. Вообще, вот с чем ценен Элт-квартал, это атмосфера, которая здесь создается, потому что кинотеатр, крыши, зоны, когда ты можешь просто выйти из квартиры, сменить обстановку и посидеть в кресле, полюбоваться на просто потрясающие горы. Отсюда даже Турцию видно. Море, закаты. Здесь просто потрясающе, потому что солнце садится прямо здесь. И, конечно, это совершенно другая атмосфера именно жизни. Это просто совершенно другой образ жизни, когда у тебя все в комплексе, ты можешь даже отсюда не выезжать. Более того, люди из старого города, из вот этого шумного, вечно движущегося города приезжают сюда, чтобы посмотреть кино на крыше, полюбоваться закатами. Ну, как будто бы вся вот эта беготня и все вот эти проблемы, они остаются где-то там, а здесь а, все отдыхают. Вообще круто! А у меня так все боятся, люди этого аэропорта, я говорю, да тут Нет, здесь вообще... же открытое пространство, и если оттуда нету ветра сюда, то не Мгм. слышно вообще. Кайф! Просто вообще классно! Вот мы только что были свидетелями того, как садится самолет, и да, здесь рядом аэропорт находится, но по факту звука практически не слышно. Когда начинали строить этот комплекс, рынок был немножко другой, и надо понимать, что этот комплекс строился для посуточной аренды. Соответственно, входили в этот комплекс, опять же, так как рынок был другой, в основном инвесторы. И очень часто люди покупали там квартиры, апартаменты с отделкой от застройщика. И так как концепция была как раз посуточной аренды, вся отделка от застройщика, она и предназначена для этого. Там есть в ней нюансы. Сама отделка, она достаточно качественная, и хорошая сантехника, и все очень приятно и качественно выполнено. Но именно функционал не совсем подходит под долгосрок или для жизни. Если мы говорим про уже построенные дома, так как они проектировались довольно давно, в них в процентном соотношении студий, конечно, больше, чем, например, 1+1 или 2+1. Но последний свой дом в этом квартале, проект, который сейчас на стадии пресейла находится в Элт-квартале, как раз застройщик переделал немножко концепцию, и там будет концепция именно для жизни. И, соответственно, количество квартир уже с отдельной спальней или с двумя спальнями там, конечно, гораздо больше.
За мной сейчас Ла Квинта, и на крыше здесь тоже есть инфраструктура своя. Это воркаут-площадка, и за ней, там дальше, поверьте, там есть джакузи, в которых тоже можно отдохнуть. Мы находимся на крыше дома Sunrise. Здесь на этой крыше находятся два небольших бассейна и кафе, по-моему, я про это говорила. В этом доме у меня клиенты купили квартиру, и этот дом, он газифицирован, но далеко не все квартиры здесь имеют отопление газовое. Это можно сделать, можно реализовать, здесь нет никаких проблем. И вот у нас была сделка, клиенты продавали квартиру с видом на море, и квартира так находится таким образом, что она получается между двух других корпусов. Да, там есть прямой вид на море, но солнце попадает в окна довольно мало. И когда мы зашли в эту квартиру, к слову сказать, что квартира год стояла без арендатора, в ней год никто не жил. И дождливые самые месяцы тоже. И когда мы открыли квартиру, квартира без отопления была абсолютно сухая. На самом деле в Батуми фундаментальный момент — это как раз то, как строит застройщик. И вот этот вот момент сухих стен, он очень важен, потому что перекрасить стены и переделать ремонт — это один момент, а заделывать дыры в фасаде — это как бы совсем другие цифры вложений. Поэтому очень важно выбирать именно качественно построенный дом. И в данном случае как раз была именно такая история, что да, может быть, ремонт был немножко устаревший, но переклеить обои — это не составляет никакого труда и с финансовой точки зрения тоже. Самое главное, что квартира была абсолютно сухая, и клиенты были приятно удивлены качеством строительства в Элт-квартале. Чем еще квартал Элт отличается от большинства того, что строят в Батуми, это тем, что застройщик не бросает дома в дальнейшем и обслуживает их действительно качественно и хорошо. Вы можете видеть первый их дом Sunrise, и на втором и третьем этаже были полностью каменные балконы. Из-за климата они начали портиться, и застройщик взял и заменил их на металлические, соответствующие полностью дизайну дома. Еще хочу вам показать вот эту дорогу, которой сейчас нет. Обратите внимание, кажется, что это ужас, здесь нет никакой дороги, но на самом деле застройщик делает здесь ливневку, и он делает это в межсезонье. И к сезону здесь появится новый красивый перекресток, и зато не будет ничего заливать, когда будет идти сильный дождь. Если вообще говорить про новый бульвар с точки зрения какой-то инвестиционной составляющей, то инвестиции есть там, где шумно, где грязно, где еще ничего не сделано, где чистое поле в идеале. Там как раз есть вот эта точка роста. И новый бульвар с этой точки зрения очень интересен, потому что там как раз огромное количество частного сектора, который будет рано или поздно, ну, потихоньку уже сейчас преобразовывается в новый район с жилыми комплексами, скажем так, нового типа. Не просто отдельно стоящий дом, а с инфраструктурой, или это комплексы с нескольких домов, которые объединены чем-то общим. Когда показываю здесь квартиры, часто есть опасения, что здесь все будет заставлено машинами и негде будет припарковаться. Но на самом деле в каждом из этих корпусов есть подземный паркинг, и мест явно всем хватит. Еще буквально год назад, когда люди обращались за покупкой квартиры, этот квартал рассматривало мало людей, очень скептически к нему относились, потому что здесь было очень мало инфраструктуры, мало магазинов, кофе, где выпить, практически не было. Но за год этот квартал, он произвел, наверное, квантовый скачок. Здесь уже находится порядка 4 магазинов, есть кофейня на каждом ресепшене, в каждом доме. Даже есть вот магазин игрушек. Спасибо. В каждом холле вы можете не только купить кофе, но еще и присесть и отдохнуть и подождать друзей. Нормально, нет? Рынок недвижимости не будет под нас подстраиваться. Если мы купили квартиру сейчас,
а квартира сдается там через 3 года, мы должны понимать, что мы должны иметь возможность изменить стратегию. Есть люди, которые купили квартиры несколько лет назад, как раз задействуя стратегию купить на котловане дешево и ничего не делая, там, ни ремонта, ничего, да, просто каркас продать как бы дорого. Но фишка в том, что пока эти люди ждали сдачу комплекса, любого даже дома, не принципиально, рынок просто, в принципе, физически изменился. Он под нас не подстроится, но мы должны иметь возможность под него построиться. Например, сделать ремонт, да, вот эту добавленную стоимость, грубо говоря, иметь возможность произвести, или посдавать какое-то время в аренду квартиру и потом уже ее перепродать. С чего вообще началось наше вот это видео? С того, что я записала Антону, почему нам нужно взять одну квартиру в эксклюзив. И он отправил это сообщение тебе. И сообщение там было, заключалось в том, что накупили люди себе квартир. Эти квартиры, они по факту одинаковые, и они сейчас выплеснули их на рынок, и они сейчас конкурируют между собой только этажом и ценой. Все. Вот я для собственников хотела сказать, что, типа, ребята, имейте тогда возможность немножко либо переделать функциональную, как это составляющую, короче, перемеблировать ее, грубо говоря, или что-то добавить, чтобы она подходила под текущий рынок, под текущий реально, вот как розовая квартира. В Л-квартале у нас есть в продаже много квартир, есть с видом на море, есть с видом на горы, есть, которые подходят под краткосрочную аренду, и есть, которые подходят под долгосрочную аренду. И одну из таких квартир мы сейчас вам покажем. Эта квартира имеет выделенную зону кухни и, соответственно, выделенную зону спальни. И можно подать кофе прямо в постели. Плюс этой кухни в том, что она полноценная, потому что здесь располагается полноценный холодильник, здесь есть микроволновка и достаточно много мест хранения, потому что здесь в барной стойке еще есть ниши, вполне, кстати, полноценные, здесь много места, при желании их можно закрыть, и будет тоже полноценный шкаф. Какое-то такое ощущение, как будто бы я уехала за город. Ощущение того, что ты живешь на курорте, совершенно новое и интересное ощущение. А там, позади меня, видно парк Леха и Марии Качинских. Эта квартира имеет вид на горы с одной стороны и с другой стороны на парк. За ним действительно постоянно ухаживают, потому что когда хорошая погода, когда гуляешь по нему, абсолютно всегда видно людей, сотрудников, которые что-то подстригают, убирают какую-то листву. И что еще классно, в принципе, в парках Батуми, что каждый год в каждом парке что-то досаживают, какие-то новые растения. И хотя кажется уже, что ну, их здесь куча, нет, все равно что-то делают, какую-то новую зону, какие-то растения досаживают. Новый район с со стенами, которые без плесени, он не мокнет, несмотря на первую линию. Некоторые боятся, что вот первая линия, все будет сырое. Не сырое, там действительно качественное строительство. Более того, ты там идешь, там же рядом есть B-Residence, рядом есть Б-Тауэр. Это все новый район, в котором действительно приятно идти и сидеть в кафе. Вообще, там такое красивое освещение вечером. И я действительно не понимаю, когда люди выбирают старенький дом, лишь бы он просто был в районе более обжитом. Когда ты приезжаешь отдохнуть, ты хочешь себя чувствовать каким-то определенным образом. То есть, что мы имеем в виду? Либо мы едем, да, посмотреть какую-то историю. То есть это Тбилиси, в котором какая-то есть история, это центр города, который полностью наполнен вот этими старыми аутентичными домами, и история там просто на каждом шагу. Если мы говорим про Батуми, то здесь как раз очень часто рисуют в соцсетях, да, и везде образ Батуми чего-то такого нового, что это какой-то сверхновый город, который супер развивается, где есть аллея героев, все такое стеклянное. И как будто бы это
новый там Майами условно или что-то такое. И как раз центр города по факту он немножко не отвечает вот этим запросам, да, вот этого нового города. Как раз вот эта вся новая история, где люди хотят себя ощущать на каком-то классном курорте, именно отдыхать, не ходить там в магазины рядом, а именно отдыхать. И это как раз ощущение, оно в основном находится либо на Аллее Героев, либо на Новом бульваре. Почему квартиры именно в Л-квартале там через 5 лет свою ликвидность не потеряют? В каких-то домах она потеряется, потому что, например, фасад, да, сделан из штукатурки, и через 5 лет он просто тупо выглядеть будет непрезентабельно. А в Элт-квартале фасады как минимум сделаны таким образом, что через 5 лет они будут сохранять свой внешний вид, особенно учитывая управляющую компанию, которая об этом всем заботится. И сам дом, и сами квартиры это будут как раз ликвидные. И если вы рассматриваете для покупки, можно не бояться покупать там квартиру, но надо быть готовым к тому, что что-то там придется, возможно, в самом апартаменте или в самой квартире переформатировать под как раз новые реалии рынка. У нас есть разные предложения от старта продаж и маленького первоначального взноса с большой рассрочкой. Это статус-хаус, новый дом в проекте Элт-квартал. Он как раз больше предназначен для жизни, именно тем, что там больше квартир 1+1, 2+1 и меньше все-таки студий на этаже. А, Вот здесь как раз мы можем предложить небольшой первоначальный взнос и длинную рассрочку. У нас есть дом Оптима, в котором есть очень интересные переуступки. Как правило, переуступки в этом доме можно купить по очень хорошей цене за квадратный метр. Там есть студии, они большой площади, это 40 квадратных метров. Там хороший, достаточно большой балкон 5 квадратных метров, но получается, что довольно большая площадь внутри. То есть там эту студию можно и зонировать, и, в общем, довольно большое пространство для творчества. У нас, например, есть студия на 3-м этаже с видом в сторону гор за $36 000. В этой студии есть небольшой еще остаток рассрочки почти на год. Еще в Оптиме есть очень интересная планировка квартиры 2+1. Это действительно одна из немногих грамотных планировок, и она очень функциональная. То есть там нет больших балконов, там балкон тоже всего 5 квадратных метров. Для 70 квадратных метров это отличная площадь балкона, то есть внутри площади достаточно много. И получается, что там 2 спальни примерно по 12 квадратных метров. В Батуми есть в некоторых квартирах такой момент, что спальни, они прям совсем малышки, и по факту туда помещается только кровать, шкаф и больше ничего, то в 12 квадратных метров, конечно, вы поместите там и рабочее место для ребенка и какие-то места хранения. Поскольку еще несколько домов уже сданы, то, конечно, у нас есть несколько квартир уже готовых. Можно приобретать в ипотеку, никаких проблем с этим нет. Есть несколько квартир с ремонтом от застройщика. Если ваша цель сдача посуточно, то эти квартиры не полностью готовы, там вплоть до постельного белья, полотенец, все готово, то есть практически завтра можно уже заселять первых гостей. Также есть готовые каркасы уже площадью 38 квадратных метров, даже 41, и дальше вы можете самостоятельно сделать ремонт или обратиться к нам, мы тоже вам поможем сделать ремонт. Или если вас заинтересовали дома, в этом районе, то мы можем найти в Алт-квартале вам любую квартиру под ваши цели. Помимо инфраструктуры в самом квартале, застройщик построил мост через дорогу пешеходный. У этого моста есть 2 лифта для удобства, то есть никаких проблем не будет перейти дорогу с коляской, например, с детьми. Это будет достаточно безопасно. Мы снимаем это видео 13 марта. Сейчас погода 20 градусов. Наш оператор вообще в футболке. И на самом деле, какой же это кайф выйти из собственной квартиры,
перейти дорогу, оказаться на набережной, где есть спокойное море, ты можешь насладиться этим спокойствием. И в Батуми есть две огромные ценности. Это море и горы. И море, оно невероятно успокаивает, а горы придают кучу энергии. И здесь это уникальное сочетание и того, и другого соединяется вместе. И именно на Новом бульваре ты идешь, и у тебя есть простор, и ты смотришь и на море, и на горы. И это сочетание спокойствия и вдохновения, оно позволяет чувствовать себя уверенно и дает тебе опору. Друзья, если вы хотите также, обращайтесь в компанию GPI. Мы подберем вам лучшую квартиру в Велт-квартале. Все контакты будут в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Или как это? Лайк, наверное, у детей, да? Как это? Ставьте сердечки. И как всегда, до встречи в Грузии.